Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт омолаживающей антивозрастной маски. Маска тройного воздействия. Маска состоит из простых доступных ингредиентов. И сегодняшняя маска на основе обычной пищевой соды, кофейной гущи. Кофейную гущу вы можете заменить молотым рисом, либо обычной манной крупой. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Разглаживает дряблую увядающую кожу, улучшает тургор кожи, увлажняет отлично, также хорошо питает. Также в момент смывания дает мягкий скрабирующий массаж. Маска подходит для всех типов кожи и особое воздействие оказывает на возрастную, увядающую и дряблую кожу. После применения этой маски ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона, улучшится оттенок кожи и разгладятся даже самые глубокие морщины. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта сделайте все домашние маски после очищения кожи. После применения этой маски обязательно поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. Давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобится пищевая сода. Обычная пищевая сода очень эффективно разглаживает морщины, подходит для приготовления домашних масок и делает кожу упругой и эластичной. К тому же пищевая сода хорошо очищает кожу и убирает пигментные пятна, осветляет оттенок лица и в момент смывания дает очень хороший очищающий эффект. Нужно взять 1 чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится жирная сметана либо сливки. Используйте для приготовления домашних масок сметану высокой жирности. Для зрелой увядающей возрастной кожи это будет давать очень хороший смягчающий эффект. Если у вас жирный тип кожи, то использовать для сегодняшней маски также можно и йогурт, либо очень густой кефир обезжиренный. Добавив 1 чайную ложку сметаны, нужно тщательно вбить соду в сметану, так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. И в момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно вбивайте ингредиенты. На приготовление одной маски у вас должно уходить примерно 8 минут. Это как раз длина моего ролика. Я делаю все домашние маски в формате прямого натурального приготовления. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится спитый кофе. Спитый кофе либо кофейная гуща также способствует очищающему воздействию в момент смывания. К тому же натуральный кофе обладает огромным количеством плотных масел, которые также улучшают тургор кожи, улучшают упругость, эластичность. Для сегодняшней маски нам понадобится 1 чайная ложка кофейной гущи. Кстати, если у вас нет кофейной гущи, то ее можно заменить молотым рисом либо манной крупой. Это также будет давать скрабирующий эффект. Затем тщательно взбейте все компоненты. Маска уже имеет приятную и воздушную консистенцию. Равномерно распределите все компоненты для нанесения. Это будет давать более комфортный процесс нанесения. И к тому же все питательные компоненты должны равномерно распределиться в самой маске. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Использовать для домашней сегодняшней маски для достижения наилучшего эффекта я рекомендую масло тмина. Масло черного тмина хорошо успокаивает кожу, хорошо смягчает и отлично сочетается с предыдущими компонентами. Косметическое масло тмина вы можете заменить любым косметическим маслом, которое подходит к вашему типу кожи. Для сегодняшней маски идеально подойдет масло тмина, масло миндальное, масло жожоба, масло зародышей пшеницы или виноградных косточек. Для этой маски нам понадобится 10 капель косметического масла. Тщательно взбейте все компоненты так, чтобы они равномерно распределились. На этом этапе маска должна иметь вот такую приятную консистенцию. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин.
Для того, чтобы усилить увлажняющее воздействие этой маски, глицерин просто необходим. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость, которая удерживает влагу в эпидермисе кожи. Использование глицерина в чистом виде на кожу не рекомендуется. Но если вы добавите несколько капель глицерина в домашнюю маску, то вы получите увлажняющий кожу эффект. Глицерин предотвращает обезвоженность кожи, вследствие чего улучшается тургор кожи и эластичность. Также нужно взять 10 капель глицерина. Если у вас нет под рукой аптечного готового глицерина, то его можно заменить соком алоэ, соком огурца, либо соком капусты. Также заменить можно и гелем алоэ или алоэ вера. Разведите гелевую основу с кипяченой водой комнатной температуры до жидкого состояния и можно добавить в эту маску. Затем тщательно взбейте все компоненты. Так, чтобы они очень хорошо вошли во взаимодействие. Маска имеет очень приятную консистенцию. Наносить эту маску нужно на подготовленную кожу. Перед этой маской можно сделать кислотный скраб. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Наносить эту маску нужно на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите влажным теплым махровым полотенцем, сделайте скрабирующий массаж, смойте водой комнатной температуры и нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.